Всем привет! Рада видеть тебя на моем канале. Меня зовут Настя, и сегодня поговорим про камеры моментальной печати, поговорим про разные камеры, вообще какие бывают картриджи, плюсы и минусы. Я стала обладательницей вот такой вот крошки, это Instax Mini 90. В простонародье я буду говорить иногда Polaroid, поэтому если тебе интересна эта тема, то подписывайся на мой канал и продолжаем. Начнем с того, зачем нам нужна эта камера. Вы, наверное, заметили тенденцию, что раньше мы делали несколько снимков, сейчас это 100, 200, 300 снимков за раз, либо несколько тысяч за наше путешествие. И многие фотографии лежат либо в галерее, мы их не смотрим, либо мы их удаляем, потому что не хватает просто памяти, либо мы фотошопим себя так, что нас не узнать на этих снимках. Этот фотоаппарат решает эту проблему, потому что здесь вы не можете себя не отфотошопить, не изменить снимок, вы можете просто сделать фото и наслаждаться этим фото. Тут и представлено ваше истинное лицо, также ваши настоящие реальные эмоции, и это, конечно, бесценно. Например, вы гуляете с друзьями, либо вы путешествуете где-то, вы можете сразу сделать снимок, и ваши эмоции сразу запечатлеются. Вы берете этот снимок, и он превосходный во всем, в том, что он реальный, он живой, он не выбран из тысячи самый один лучший, он такой, какой он есть. И в этом прелесть фотографии. На ваши настоящие эмоции видно на этих снимках. Вот. Начнем с лекции, какие вообще бывают камеры. Камеры бывают двух типов. Это моментальная печати и цифровой. Чем они отличаются? В моментальной печати вы берете свою камеру, делаете фото, и изменить это фото никак нельзя. В цифровой печати это гибрид между принтером и камерой, где вы делаете снимок, он сохраняется на карте памяти, и вы можете поделиться этим снимком на телефон, либо вы можете выбрать фото, которое вам понравилось, и распечатать. То есть оно не моментально печатается. Я видела много видео, где говорят, что им не нравится цифровая печать, потому что теряется вкус и именно та изюминка моментальной печати, но это субъективное мнение, и только вам решать, какой фотоаппарат выбрать. Я выбрала моментальную печать, и так на всякий случай. Также небольшая лекция вообще, какие бывают картриджи. Бывают картриджи трех типов. Это White, Square и Mini. Они отличаются размером. White самый большой, Square это квадратный снимок, и Mini это вот такой вот маленький снимок. Очень многим не нравится, что он такой маленький, нельзя разглядеть детали, но мне нравится этот формат фото. Также я в дальнейшем разглядываю покупку Square. Каждый фотоаппарат может сделать только снимок определенный, то есть Mini это только мини-снимки, Square только Square и White только White. Вот. Но White, мне кажется, большие снимки это класс, но для них нужна большая камера, и ее неудобно с собой брать в путешествие, поэтому для себя этот вариант не рассматриваю, а вот Square самый такой классный и объективно компактный вариант. Я купила камеру Instax Mini 90, это серия от Instax, она в таком винтажном стиле, есть в двух цветах, коричневый и черный. И почему я не купила Instax Mini 11, вы, наверное, меня спросите. Самая популярная это, наверное, камера Instax Mini 11, но я ее не взяла, потому что у нее очень много классных цветов, я согласна, но мне нравится этот винтажный стиль. Он очень классно сделан, застилизован, мне очень это нравится. Также в этой камере большое количество разных функций. В Instax Mini 11 есть пару режимов съемки, но они не так сильно влияют на камеру, как на кадр, как вот эта малышка. Вы не можете выключить вспышку, вы не можете убрать красные глаза, то есть очень много проблем, из-за которых снимок может быть испорчен. А вы знаете, что картриджи очень дорогие, я сейчас об этом тоже скажу. Вот, и эта малышка, моя версия, она стоит дороже, она стоит в Украине около 6000, но она очень классная. Тут есть разные режимы. Есть макро-режим, есть режим, который вы можете затемнять, а также есть таймер. В Instax Mini 11 нету таймера. Тут есть таймер в двух вариантах, там где за 10 секунд один снимок или два снимка делается. Также вы можете выключать вспышку, включать вспышку, и есть эффект от красных глаз. И также есть режим наложения снимков, что очень удобно, и разные сцены. Сцены вечеринка, например, если
если объект очень быстро движется. Также есть животные, дети, где тоже быстро двигается. Также есть удаленные кадры, например, если вы снимаете горы или какой-то пейзаж. То есть это очень классный вариант для использования, потому что вы можете сами научиться подстраиваться под вашу обстановку и делать классные кадры и не портить картриджи. То есть это как-то альтернатива между цифровой печатью и моментальной. То есть вы тоже можете повлиять на снимок, и это очень важно. Я покажу, какие есть картриджи. Это вот такие вот картриджи. Стоят они 900 гривен, 20 штук. Тут 2 картриджа. Вот так они выглядят. Я не буду открывать, потому что кадры засветятся, поэтому я оставлю в этой пленочке. Начнем с плюсов. Самый главный плюс — это, конечно, моментальный снимок. Вы можете быть в любой точке Земли, сделать себе снимок, и уже он у вас на руках. Вам не нужно идти в копицентр, печатать и дома просматривать. Вы можете в путешествии сделать снимок и порадоваться этому снимку, получить приятные эмоции, а мы живем ради эмоций. Вот. Второй вариант — это также снимок получается очень винтажным. У меня сейчас покажу несколько вариантов своих снимков. Вот, один из снимков, который мне нравится, это вот такой вот. Это вот такой снимок, я его делала в кафе, мне он очень нравится, в таком винтажном стиле, прям безумно. Также мы делали на пляже. Вот, покажу вам свои снимки. Вот у меня такой вариант есть, где у меня сильно выбеленное лицо. Но я учусь вообще делать снимки, это очень трудно, если честно. Вот у меня есть снимок с моего дня рождения. Сейчас вам покажу еще какие-то снимки, которые у меня получились. Вот, это снимок тоже в кафе, где мне очень нравится, как я одета, и вообще выглядит как будто снимок из нулевых или из 90-х. И вот недавняя моя фотосессия, я купила цветы, и вот такое вот фото у меня получилось. Смотрите, какое оно классное, оно передает именно солнечный свет, как я с цветами стою, мне очень нравится. Некоторые снимки я делала даже по 2 раза, вот этот снимок, который у меня тоже не удался. Когда неосвещенное помещение, вот такие вот смазанные снимки получаются. Вот тоже недавнее фото, я сделала его в 2 вариантах, при разных настройках, и видите, у меня все равно получилось белое лицо, почему, я, если честно, не знаю. Дальше перейдем к минусам. У меня всего лишь 2 минуса. Это, конечно же, цена картриджей и то, что снимки получаются замазанными, либо засвеченными, либо что-то не так идет, как я хочу. Это все нужно наловчиться. У меня мой Polaroid находится уже, наверное, полгода. Да, наверное, полгода у меня в руках. И за все время я сделала около 30 снимков, и я все еще учусь им пользоваться, но с сравнению с тем, что было и тем, что есть, конечно, кадры намного изменились. Я уже знаю, где нужно прикрыть вспышку, где нужно что-то сделать, поменять сцену, либо красные глаза убрать, либо не дергать. Я еще хочу поучиться поснимать, знаете, когда город, когда яркие огни попробовать, разные режимы. Такие у меня 2 минуса получились, но я думаю, что они не так критичны по сравнению с теми эмоциями, которые вы получаете на выхлопе. Я каждое фото вот так вот делаю в ладошки, хлопаю, потому что я безумно рада от снимка, от того, как он у меня получился. И вот у меня целая коллекция снимков. Делаю разные, я даже запечатлела своего кота. Хотите, покажу? Вот такой вот у меня пушистый кот Марсель. То есть вы можете делать разные снимки, я их также отфильтрую. Вот мой снимок, это мой торт на день рождения, сейчас покажу вам. Мне нравится держать эти снимки, мне это классные эмоции, которые они находятся прям внутри снимка, внутри пережитого момента, когда вы делаете этот снимок, и это очень бесценно и восхитительно. Вот такое вот видео у меня получилось. Я давно хотела этот фотоаппарат, уже полгода прошло с его покупки, но я хотела снять видео именно тогда, когда я наловчусь делать фотографии, когда я посмотрю на своем примере, какие реально есть минусы, какие есть плюсы, и дам свое мнение, нужно ли его покупать, и это однозначно да. Это очень классная вещь, когда мы идем куда-то не знаю, в кафе, либо на природу, либо я хочу просто сделать классный кадр, запомнить этот момент. Я всегда беру свой Polaroid и делаю снимок. И знаете, этот момент, когда ты настраиваешь, когда ты делаешь фото, замираешь на секунду и такой вау!
и смотришь на это фото, и, знаете, вот так делаешь. Я знаю, это рекламная уловка, но я все равно так делаю, не знаю почему. Очень много видео так делают, я тоже так делаю. Я жертва маркетинга, опять же. Вот, но мне нравится так делать. Встряхиваю фото и жду, когда оно просветится. Вот. Но я люблю свои снимки, мне нравится именно сам процесс создания фото. Вот, а покупать, не покупать Polaroid, это тебе уже решать. И если тебе понравилось видео, поставь лайк. Люблю, целую. До встречи в новом видео. Пока-пока! Я вас сфоткала. Так что вы на себя можете в следующем видео уже посмотреть. Вот такое вот фото получается. Оно полностью белое, и сейчас будет проявляться снимок. Этот момент очень интригующий.